Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем, как ведет себя технопланктон гороховый гейзер. И чтобы процесс был более интересным, мы пойдем показывать это на речку. Всем приятного просмотра! Сейчас вот проведем как раз тест-драйв для технопланктона, чтобы показать вам работу. Это гейзер для донной ловли, который мы уже забросили. Вот на примере банки. Сейчас мы продемонстрируем, что получается и как он работает. В принципе, вот как видите, пыление пошло моментально. Вот, чтобы было вообще понятно качество процесса, да, то есть понаблюдаем какое-то время, заодно проверим, сколько времени уходит на то, чтобы он полностью растворился. Потому что это самая маленькая бочечка, которую я делал. Вот, то есть по сути это половинка. Обычно на гейзер берется 75-граммовая или 80-граммовая, чтобы она была и обвесом своеобразным, и достаточно долго стояла в воде и пылила. Вот. Но, честно говоря, было просто лень делать большую, да не было времени, потому что, по сути, мы собрались за 1 час и поехали. Вот. Ну, я думаю, тут не принципиально будет какой вес, то есть тут задача показать эффект. То есть банку я выбрал не специально, точнее специально, для того, чтобы вы видели, как это отрабатывает в стоячей абсолютно воде, где нету течения, да, а если будет течение, то будет эффект гораздо круче, да, потому что оно будет обмывать водой, и, соответственно, пыление будет еще сильнее. Рецепт я после видео напишу, чтобы вы видели и понимали, как его приготовить. Итак, бросили мы где-то минуту назад, сейчас 13:02. Вот, собственно говоря, засекаем. Сейчас я включу таймер. Все, пошло. Теперь будем смотреть, за сколько он полностью растворится. Все. Что дальше будем? 25 минут. Вот, мы видим, что происходит в банке. Вот, и сколько еще осталось. То бишь, по сути, уже вода мутная, полностью мутная. Осадка уже прилично есть. Давайте сделаем, как я сейчас это достану. И наберу новой воды, чтобы было оно нагляднее. Заодно проследим, сколько по времени держит. Поехали. Так, следующий отсчет у нас 13:29. Ну, уже даже почти полчаса. Ждем, смотрим дальше. Все. Время у нас 15:25. Это уже прошло практически 2,5 часа. У нас только половина размылась. То есть вы видите, что время размывания достаточно большое. Я думаю, что это где-то 4-5 часов он будет точно стоять полностью в стоячей воде. Если мы добавим туда фактор течения, фактор волны, что он будет колебаться, то я думаю, что он простоит минимум 2,5 часа. То есть это тот минимум, на который можно рассчитывать. Вот, то есть в принципе рецепт показал себя как очень классный с точки зрения мути, которая создается, и с точки зрения устойчивости самого планктона по своей консистенции. Вот как-то так. Посмотрим, получится ли у нас сегодня чего-то поймать, потому что погода
такова, что все снасти абсолютно на все насадки, на которые только можно было насадить. Это и горошек, и кукуруза, и технопланктон, и черви на сома, черви на обычную. Попробовали на изюм забросить, попробовали на нут, попробовали просто на макушатник и на кормушку. Вообще даже не было поклевки, даже не было удара, не было вообще никакого намека на то, что рыба хоть как-то клюет. Поэтому ну, посмотрим, как оно пойдет дальше, да, но пока что плохо, да, то есть налезли тучи, передают дождь. Если дождь пройдет, посмотрим, что получится после него. Возможно, что-то будет как-то. Вот. Кому интересно по самому рецепту, да, по технопланктону, как он делается, особенности т.д. напишите в личку, я отвечу. По старинке просто сейчас поменяем насадки и посмотрим. Давай повесим этого кукурузы, налупим. Да. И, кстати, вешал 2 штучки туда тоже. Можно 2 и повесить. И червя тоже сожрала, даже не заметили ничего. Ну, может, либо мелочь, может, просто кукуруза там при падении. Но хотя она цепкая обычно, она точно вряд ли слетела. Тем более заброс был вообще рядышком. Непонятно. Тогда, возможно, есть смысл и остальные поперебрасывать, потому что может просто ничего нету. Так, куда вот так прямо, да? Да, вот так прямо метров 10, я думаю, где-то будет достаточно. Только сзади зонтик, аккуратно смотри. Я его сейчас, наверное... Да не надо, я подойду. Да. Там вот, мы когда приехали, получается, 3 мужика сидело. Ну, сидела, наверное, тяжело сказать, скорее всего, лежала и ползала, потому что они тут уже 2 суток, и я так понял, что очень хорошо им рыбачится, да, то есть немножко синенькие такие. Но, тем не менее, не дают мастер-класса, он уже пока сидим где-то штучек 10 лещей, 1 карпика поймали. Вот. Так что у них поинтереснее получается. Что, можно посмотреть и на остальные? Авось. Какую мы закидывали? Самое первое, это, да, это вот это. Вот это на толстолоба стоит, правильно? Да, это стоит там, ну планктон там должен еще быть, по идее, так что я не думаю. Вот это правая, да, она... Не-не-не-не, вот это как раз на толстолоба на поплавок. Вот да, вот это. Это она как раз вот именно и шла там под берегом. Там... А что нету на ней? А зачем? Там поплавок. Если будет клевать, то увидим. Вот это как раз заброшено. Там под берегом, вот с той стороны, идет русло. Вот, и я как раз попал прямо туда на русло. Тут нет ничего. А, это тройное вот это. Убийца карпа. Да. Что, пусто или что-то есть? Она даже не тронула. Даже не тронула. Здесь у нас микс идет. Горошек, кукуруза. Попробуй. Чё? Хуже точно не будет. И изюмка.
Хотя место здесь всегда было просто вот бомба, да, то есть вот в прошлом году я ездил и было отлично. Но не было таких перепадов погоды. Если было холодно, то было холодно. Если было жарко, то было жарко. В этом году получается полдня солнце, полдня пасмурно, полдня дождь. Прогнозы вообще не совпадают. Сильные ветра, причем практически постоянно. Вот. Ну, очень непохожее лето. Очень непохожее. Ну, какое есть. Уже будем адаптироваться и подстраиваться под то, что есть. В общем, перебросили. Ну, на Сома я не думаю, что есть смысл ее трогать. Как и на технопланктон. Потому что там еще мало времени оно простояло. Так что будем еще ждать немного. Я думаю, где-то там с полчасика можно будет перебросить, посмотреть. Да, слушай, как все есть. Да, Ты кашу не хочет. Кашей проблема, мне кажется. Решили пойти чуть по течению, побросать на хищника, потому что мирная рыба сегодня в полном ауте. Такие у нас тут места. Конечно, очень сильно упала вода. Я думаю, что отсутствие клёва, скорее всего, связано с этим. Не просто отсутствие, это тотальное отсутствие. Тут даже в самые такие неподходящие погодные условия такого не было. Вот, сейчас еще здесь побросаем. Тут такая импровизированная заводь. Раньше ее не было. Это, походу, насыпалось веток. Вот, и оно перегородило. Вот, местность, конечно, шикарная. Ничего не скажешь. Вот только кто-то кровать, походу, принес. Сильно любит природу, что ж, вместе с кроватью пришел. Слышишь, а ты не хочешь туда побросать? Там вот место такое прикольное. Попробуем, может, чего-то это. Щучьи места, однако. Пайнофидер туда под камыш запулить тоже нормально. Но очень стало мелко, вот если видите, да, то есть вода чистая, но где-то на метр упала. Причем это буквально за неделю. Думаю, что кто-то помог ей упасть. А зато нашел место, где покупаться можно. Погода, как видите, не ахти. Сейчас, по сути, еще пару раз бросим. Будем ехать в сторону дома. Буду зацеп. Взяли вертушок. В принципе, отлично работает на окуня, щуку, на проточных водоемах. По идее, места самый раз. Три года назад, когда он вышел здесь, получается, перед работой где-то в 6 я встал, до 7 половил. Но вернулся домой, было около 6 килограмм рыбы, причем абсолютно разнообразный. Был окунь, судак, щука и жерех. Жерех один был, щуки 4, несколько окуней и 2 судачка. Это первый раз для себя я нашел это место, да.